Встреча олимпийских призеров Пекина 2022 года с президентом России откладывалась на несколько недель, но все же состоялась. Владимир Путин вручил золотым медалистам государственные награды, а те, в свою очередь, высказали благодарность главе России. Олимпийским призерам Олимпиады в Пекине пришлось ждать традиционную встречу с президентом России больше 2 месяцев. Церемония награждения откладывалась на неопределенный срок, однако с некоторыми изменениями Владимир Путин принял у себя только золотых медалистов Пекина. Серебряных и бронзовых призеров чествовали помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. У Левитина и Чернышенко работы было побольше. Медали, ордена за заслуги перед Отечеством разной степени получили 41 спортсмен. Так, например, Александра Трусова за серебро в личном турнире женского одиночного катания на Олимпиаде 2022 получила орден 1 степени, а спортивная пара Евгения Тарасова-Владимир Морозов за награду того же достоинства 2 степени. Наша страна столкнулась с непростыми условиями, но вы, спортсмены, были на передовой раньше всех. На играх в Пекине вы завоевали 32 медали. Это один из лучших результатов в истории современной России. За это вам огромная благодарность. В вашу честь будет сказано много добрых слов. Вас любит вся страна. На вас равняется государство. Мы делаем все, чтобы у вас была возможность тренироваться. Ни одна стройка не остановлена. Правительство подготовило все необходимые решения, чтобы возможность выступать на международных соревнованиях у вас осталась, сказал Чернышенко. Владимир Морозов отметил, что для всех спортсменов посещение Кремля – это еще одна возможность вспомнить Олимпиаду в Пекине и пережить эти эмоции. А эмоций в Государственном зале в этот день было много. Особенно у Камилы Валиевой, которая встретилась с Путиным в день своего 16-летия. Ей, кстати, после официальной части предложили вместо праздничного шампанского – газировку. Катанию на коньках. Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады, что вы нашли время для встречи с нами. И для меня большая честь, что в день своего 16-летия получать государственную награду от президента Российской Федерации. Спасибо вам большое, что вы любите спорт и поддерживаете спортсменов. Для нас это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо. Галямов. Путин пообещал поздравить Валиеву в неформальной части дополнительно, но без отдельных слов про фигуристку не обошлось. Напомним, что прямо по ходу Олимпиады стало известно, что Камила сдала в декабре положительную допинг-пробу, из-за которой сборную России по фигурному катанию до сих пор не наградили золотом командного турнира. Она выбрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций, сказал президент России. На встречу с Путиным добрались не все олимпийские чемпионы. У лыжника Александра Большунова запланирована операция, а фигуристка Анна Щербакова не отсидела положенный 2-недельный карантин из-за участия в шоу. По неизвестным причинам прием пропустили лыжники Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Сергей Устюгов. Не пришла на церемонию и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Тренеры Даниил Лихенгаус и Сергей Дудаков посетили церемонию вручения государственных наград российским олимпийцам в Кремле. Однако те, кто все же попал в Кремль, не скупились на комплименты и благодарности. Например, вот что сказал фигурист Коцалапов. Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу выразить вам огромную благодарность за постоянную поддержку, за то, что вы верите в нас и, конечно, за вашу большую любовь к спорту. Мы чувствовали, как вся страна болеет за нас, выступая на Олимпийских играх, и для нашей команды было очень важно завоевать самые высокие награды, самые высшие награды, выступая без флага и гимна нашей Родины. Россия – великая страна и великая спортивная держава. И несмотря на все создаваемые нам трудности и преграды, мы продолжим побеждать и не сдадим наши лидерские позиции. Я хочу сказать спасибо нашим тренерам, специалистам,
за путь, пройденный с нами плечом к плечу. Сказать спасибо родным и близким, тем, кто был с нами, тем, кто болел, переживал, молился, не спал ночами и держал за нас кулаки. Спасибо большое за внимание. Фонд поддержки олимпийцев России впервые с 2006 года отказался от вручения спортсменам-призерам Олимпиады люксовых автомобилей. В условиях санкций и повышения цен на иномарки решили обойтись денежными премиями. Олимпиада 2022 года в Пекине закончилась 2 месяца назад, однако традиционного вручения люксовых автомобилей на этот раз не будет. Фонд поддержки олимпийцев России, который с 2006 года занимается спонсированием приятных бонусов спортсменам, в этот раз отказался от автомобилей, заменив их денежными премиями. Фонд поддержки олимпийцев России был создан в 2005 году, как говорится на сайте организации, с целью развития и укрепления российского олимпийского движения с миссией улучшения результатов в олимпийских видах спорта страны. Главным активом фонда являются благотворительные взносы учредителей, среди которых Роман Абрамович, Алишер Усманов, Владимир Лесин и многие другие крупные бизнесмены России. Впервые автомобили призерам и победителям Олимпиады были подарены после игр в Турине. Тогда это были Toyota Land Cruiser 100 для мужчин и Lexus RX 300 для женщин. В следующие годы автомобили менялись. Это были BMW, Audi и Mercedes. После Олимпиады 2020 в Токио чемпионам игр вручили BMW X5, серебряным и бронзовым BMW X3. В общей сложности на новых машинах уехали 128 спортсменов. Правда, некоторые из новеньких BMW вскоре были выставлены на продажу. Призеров игр 2022 в Пекине вдвое меньше призеров Токийской Олимпиады. Однако в фонде решили отказаться от приятного бонуса и заменить его денежными премиями. В свете создавшейся сегодня ситуации руководством фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам зимних Олимпийских игр в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства. Ситуацию с иностранными производителями автомобилей не комментируем, сообщили в фонде поддержки олимпийцев. Как сообщает Матч ТВ, гонорары от фонда будут сопоставимы с премиальными от государства. 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона за серебро и 1,7 миллиона за бронзу. Лыжник Александр Большунов, завоевавший в Пекине 2022 5 медалей, получит разовую максимальную выплату. Стоимость BMW по сравнению с осенними ценами поднялись в 1,5 раза. Прямо сейчас 5-я серия автомобилей оценивается в 9 миллионов рублей. Но это, возможно, не главная проблема. Из-за санкций BMW Group приостановила поставки на российский рынок и локальное производство автомобилей. Печально, конечно, что летним олимпийцам выдали машину, а зимним нет. Если бы был выбор между машиной и деньгами, то, учитывая нынешнюю ситуацию на рынке, я бы выбрал, конечно, машину. Насколько мне известно, их выдавали еще в Советском Союзе. Эх, ну все, а сейчас наша песенка спета, нарушили традицию. Может, на эту сумму получится купить что-то другое, например, тот же автомобиль, ну или на что хватит денег. Пожаловался бронзовый призер Пекина 2022 по фристайлу Сергей Редик. Поддержать спортсменов попытались Татьяна Тарасова и Дмитрий Свищев. Оба предложили выдать российским призерам Олимпиады 2022 по квартире. Со слов депутата Госдумы, это прочнее привяжет спортсменов к родной стране. Сегодня российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения. Ей исполняется 16 лет. Валиева – олимпийская чемпионка Пекина 2022 в команде, а также чемпионка Европы и России. Победительница 2 этапов взрослого гран-при. Ей принадлежат все мировые рекорды в женском катании. В короткой программе 90-45, произвольной 185-29 и по сумме 272 и 71. На счету фигуристки победа на чемпионате мира среди юниоров в сезоне 19-20, а также в финале юниорской серии гран-при. С лета 2018-го Валиева тренируется в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.